делаете вперед. И начинаем с вами с нижней затылочной зоны. Аккуратно, естественно, делите. Волос у нас очень кудрявый, спутывается, как видите, очень тяжело разделить. Причесывали, да, они расчесались. Моя Лиска, как же мне тебя стричь-то, скажи? Сразу под машинку, наверное. Надо было пригласить модель с прямыми волосами, все гораздо проще было. Видите, мы не ищем легких путей, так как у нас клиенты приходят разные. Мы не выбираем. Ну как же мне тебе здесь отделить-то я? Не больно? Нет, вообще нет. Хорошо. Сейчас еще чуть-чуть меня потерпи. Первую линию с вами отделили. Убираете лишнее. Первая, так как у нас является окантовочной линией, всегда у нас натяжение 0. Но на самом деле эта стрижка достаточно легкая, быстрая стрижка. Самая сложность заключается только в том, что волос кудрявый, и нам надо его причесать до гладкости. Делите, естественно, не широкими проборами идете, не широкими блоками. И мы сейчас с вами будем стричь. Так, вы все у меня спрашиваете по поводу моих ножниц. Вот у меня вот такие ножницы. Это Ягуар. Есть тут где-нибудь вот Ягуар. В чем моя особенность? Это то, что саблевидные ножницы. Они у меня и для слайсинга, и для прямого среза. И плюс у меня поворотное кольцо, что очень удобно. То есть мне не надо будет выворачивать руку. Я всего лишь поворачиваю кольцо, у меня меняется угол среза. Вот такие вот у меня ножницы. Вы всегда спрашиваете, чем я работаю. Вот. Значит, у нас видно до конца, видно, все в порядке. Мы с вами приступаем к стрижке. У нас волосы давно не стриглись. Если вы посмотрите, у нас здесь вот очень тонкая линия. Поэтому мы с вами должны создать красивую форму. Давайте я вам разверну, покажу, чтобы вы видели. Видите, насколько как бы тоненький низ. Не видно, да? Сейчас подвину. Видно, да? Вот. Видите, достаточно тонкий низ. Поэтому мы, наверное, уберем. Сейчас я это тоже приколю. Мешается. Наверное, где-нибудь вот так. Так что начинаем стрижку. Опускаем голову клиента вниз и начинаем работать. Значит, смотрите, как правило, длинные стрижки мы с вами можем также стричь, сидя на стульчике. Нам не надо будет нагибаться сильно. Так, сели. Спинку держим ровно. Видно, да? Все у меня отлично. Все, натяжение 0. И мы с вами стрижем на ту длину, которую мы с вами договорились. У нас натяжение пряди идет обушком, видите? То есть я в расческу ввожу зубчиками. Видно, да? Не извернешься. Так. Расческу ввожу зубчиками, а дальше поворачиваю уже обушком введу. Видите, натяжение пряди у меня получается очень хорошее за счет обушка. Дальше я ввела и обняла расчесочку и тяну вместе с пальчиками на нужную мне длину. Натяжение, не забывайте, у меня 0. Растригли эту линию, обязательно проверяйте, все ли вы ровненько сделали. И плюс еще визуально. Да, линия у нас получилась ровненько. Переходим к следующей. У нас будет с вами стрижка. Все сейчас в данный момент 0 на затылке. И выложение пряди на прядь. Без удлинения. То есть у нас с вами не боб-каре, прошу прощения, не массивное каре. У нас с вами просто метод стрижки наложения пряди на прядь.
Аккуратно разбирайте волосы, потому что, конечно же, очень сложно, еще раз скажу. Задержки. Тут у нас всего очень много для скользкости, для гладкости, но, к сожалению, кудри есть кудри. Что такое? Расческу еще одну. Потому что она причесывается. Обязательно надо хорошо причесывать, потому что у нас с вами все-таки стрижка. И волосы должны быть в натяжении равномерно. Шаг у нас с вами небольшой, для того, чтобы мы видели свою окантовочную контрольную линию и могли по ней работать. Это ужас какой-то, я не знаю, что мне делать с этими волосами на висках. Я полдня трачу только на то, чтобы нам не надо было съемку делать. Надо было просто уже подстричься, но девчонки все нервничают. Ты когда делала последний раз дома себе лечение? Постоянно делаю. Да? Что ж тогда они не улучшаются у нас. Так. Приступаем дальше. Голова у нас идет вперед. И там мы с вами видим нашу контрольную прядь. На ней мы останавливаемся и по ней простригаем. Видно? Нет. Сережка, смотри, видно через камеру у себя, что я делаю? Или я рукой загораживаю? Рукой загораживаешь. Ну, кончики, у меня кончики прям. Ну, я кончики не снимаю, естественно. Ну, рукой загораживаешь. А? Ты загораживаешь. Не слышу. Рукой загораживаешь. Проверяем после того, как простригли, длину. Так, видите, ровненько у нас. Также смотрим визуально. Поэтому уж извиняйте за ровные проборы, любители ровных проборов. У меня здесь они просто тупо не получаются.
Приступаем к следующему. Там уже видно нашу контрольную прядь. Так, голова все время внизу. Натяжение у нас с вами идет обушком. Ровненько. Натяжение 0. Не забывайте, что голова у меня нагнута, поэтому я продолжаю как бы линию свою. Она будет перпендикулярна полу, если поставить голову ровно. Тоже учитывайте наклон головы всегда, когда стрижете. Видно? Простригли, проверяем. Алиса, кстати, у меня любимая модель, у меня там есть еще с ней окрашивание, так что если вы хотите, можете посмотреть. Невозможно совсем сделать ровную линию, никак. Если их чуть подсушить. Ну, а я тогда не смогу его стричь. Мне же нужно все мокрые волосы для стрижки. Просто совсем не получается. Продолжаем дальше. Вниз. Натяжение у нас, не забывайте, обушком. Ставим на линию и стрижем. Я не вижу, видно вам или нет. Вот так вот видно? Нет, не видно. Давайте
Посмотри, видно или нет? Как я стригла. Ну, сейчас уже я следующую делю. Не особо. Что? Не особо. Мгм. Надо сверху или снизу. Ну, может быть, ты нам настроишь, поднесешь камеру. А? Чтобы видно было. Раз ты уже с нами, поможешь нам? Сейчас, да, подожди, посмотрю. Что будешь делать? Ну, я вижу, что не видно. Сереж, я закрываю рукой. Что там смотреть-то? Я не понимаю, что ты хочешь. Камеру взял, чтобы ты, и направил на меня. И уже ты просто как бы сверху будешь, когда показывать, там будет видно. Ручную прошу делать? А? Ручную делать? Ну, конечно, вручную, а как, если не видно ничего. Ты можешь развернуть экран. Так, ну что у меня не разворачивается? Все, развернул. Теперь разверни на меня. И ты будешь видеть тогда, что мы тут стрижем делаем. Ой, не получится. Это мой? Угу. Не знаю, как это все чувствуется. Как там людям-то интересно чувствуют? Смотрят кто-нибудь нас? Угу. Терпеливые мои молодцы. Вот вам попадутся такие волосы, вот вы меня тогда вспомните. Надо терпение. Потому что волосы на самом деле очень красивые. Так, голова опять вниз у нас идет. Помните про душок. Натягиваем. У нас натяжение 0. И стрижем линию мы с вами видим. У нас упор с вами всегда пальчик. Мы можем с вами здесь двигать длину. Видите, я двигаю пальчиком ножницы. Поэтому я могу себе регулировать линию среза. Но мне конкретно нужна конкретная моя линия, которую я уже сделала. Мы с вами стрижем все по ней. Работаем мы исключительно с вами на 2 фалангах. Видите, 2 фаланги. Дальше я никуда не иду. Две фаланги. Перехожу дальше. 2 фаланги опять. Проверяем нашу стрижку. Длину. Чтобы все было ровно.
уже берем следующую. Сейчас ее причешем. Какой у нас тут ляпсус получился. Узелочек. Все уже, плоскопопие случилось. Вычесывайте обязательно полностью, не ленитесь, потому что эти у нас, видите, уже давно хорошо причесаны. Но если дома она посушит, у вас то, что спутано здесь, станет просто длиннее, у вас не будет красивой линии внизу, будет все уже неровно. Поэтому, хоть и сложно, все равно вычесывайте. Расческа должна насквозь проходить все волосы. Это вопрос. Может купить Tangle Teaser? Да, вы знаете, можно, у меня вот она есть. Но она разглаживает поверху, а мне надо прописать вглубь. И еще вопрос. Наподобие слоя расчески. У меня вот расческа есть, вот она, видите? Но она поверху разглаживает. А мне надо насквозь прочесать, мне нужно натяжение пряди. Так что у меня все есть. Еще вопрос, почему не с концов вычесываете? Вычесываю с концов, в конце нет. В конце уже полностью причесано. Видите, вот я причесала, посмотрите сюда. Видите, опять запутанная. Вот обратите внимание, видите, вот опять запутанная. Очень сильно кудрявится от корней, наоборот. С концов уже было все вычесано. Я теперь пытаюсь, когда расчесать от корня, видите, они снова начинают путаться в середине. Поэтому, так как здесь уже все причесано, вот смотрите, я веду прядь, и она все равно путается здесь. Поэтому, конечно же, сначала причесывайте концы, середину, корни. Но когда вы выводите с корней вниз, будет опять путаться. Угу. Также идем натяжение. Так, смотрите, расческа упала, я уже ее не беру. У нас другая сразу расческа с вами идет. Поэтому расчесок всегда имейте несколько, чтобы у нас всегда инструмент был чистый.
Линию обязательно проверяйте свою. Пройдите в одну сторону, в другую. Проверяем с вами длину. Ну, куда я подвинусь чуть-чуть. Ага, посмотрю. Чуть-чуть, мне кажется, надо вот здесь подровнять. Чтобы проверить длину, вы должны сидеть четко посередине. Ну вот теперь у нас все хорошо. Визуально смотрим. Теперь мы с вами стрижку уже начинаем делать у лица. Встань с этой стороны. У нас с вами контрольная, которая на затылке, переходит в контрольную сюда. То есть здесь пляшем длиной именно от пряди за ушком. Вот я ее перенесла слева-справа. И дальше мы смотрим качество волос здесь, нужна ли челка, либо нет. Ну, видите, я бы отрезала бы так же. Видите, вот концы слабые. Думаю, надо срезать. И выводим с вами в длину, которую мы с вами уже задали. Чуть-чуть голову поворачиваем, чтобы вам не мешало тело. И начинаем с вами стричь. Значит, смотрите, что самое интересное, да? Вы можете подстричь прямо, и тогда у вас, если вы хотите, чтобы было ровно, ваш указательный пальчик должен указывать на контрольную прядь здесь. Вот так. Или хотите, можете подстричь дугой. Это уже как ваше желание. Здесь вот у нас окошко, поэтому аккуратно сравнивайте, соединяйте линию. Либо берите побольше прядь, чтобы у вас окошка не было. Либо потом уже следующей прядкой вы сейчас это будете все сравнивать. Не забывайте как бы продлить траекторию. Пока здесь ее нет, в следующей линии мы с вами будем, конечно же, продлевать. Потому что рост волос у всех разный. Также поворачиваем в эту сторону. И прорабатываем линию. Так, какая это у тебя сторона? Левая? С левой стороны. Уже забыла, какая сторона. Прорабатываем с вами все аккуратно. Все маленькие волосы тоже убираем. Не забывайте, что нам, чтобы определить длину, правильно ли вы подстригли, надо все равно проверить. Мы с вами проверяем. Где-то там у нас есть маленькие волосики. Видите, вот длину мы с вами проверяем. Переходим уже к следующему блоку. Аккуратно причесываем. Вот здесь вы можете уже использовать вашу расческу, потому что ее глубины зубчиков хватит. На затылке не хватит. Здесь более тонкая
Если более маленькое количество волос, можете использовать более мягкую расческу. И так, видите, все равно волосы запутываются, и узелки причесать сложно. Продолжаем стрижку. Нашу окантовку вы видите. Окантовочную линию. Она является контрольной. Чуть-чуть поворачивайте голову, для того, чтобы нам с вами ничего не мешало. И начинаем. Вернее, продолжаем нашу линию. Вы ее видите, мы ее продолжаем. Ровно. Проверяем. Здесь у меня подлиннее. Так, из одной и той же зоны наберем наши прядки. Все выравниваем. Немного темнее девочка из звонка. М? Говорю, немного потемнее девочка из звонка. Да? Комплимент, да? Ага. Можно я вас почешу? Почеши. А, Хорошо. Как же мне тебя вот это распутать, да? так чешите и все. Я дома так и делаю. М? Я дома так и делаю. Ну это понятно, ты дома можешь так делать, а мне-то не могу тебе так сделать, мне жалко волосы-то. Кстати, многие называют эту стрижку подровнять кончики. Я думаю, что подравниваются только кончики, да? Но кончики у нас же могут быть разной длины. Могут быть сантиметр. Или вот как мы с тобой убираем 7. Все равно же это кончики. Потому что мы с концов убираем длину. А не середина, да? Да.
видите, у меня тоже натяжение 0. Мы никуда с вами не тянем, ни вперед, ни назад. У нас с вами идет вот в свободном падении. Чуть-чуть поворачиваем, потому что нам мешает плечо. Переходим с вами немного на затылок, чтобы нам здесь с вами соединить эти две линии. И продолжаем стрижку. Чуть-чуть на бочок. Волосы никуда не перечесываю. Видите, они у меня в свободном падении 0. Берем теперь затылка в порядке. Переводим вперед к лицу. Поворачиваем голову, чтобы не мешалось плечо. Помним, что там у нас ушки, не забываем. И продолжаем нашу линию. Теперь мы с вами волосы откидываем назад. Так как мы с вами сводили линии, левую и правую, нам надо проверить теперь здесь длину. Берем нашу длину за ушками, вот она у нас ушко. Симметрично берем с той же стороны и начинаем подтягивать одну друг другой. И проверяем нашу длину. Видите, совпало. Давайте теперь смотреть визуально. Давайте я вас разверну. Сережа, подойди, пожалуйста, с этой стороны, чтобы видно было, там просто не отойдешь. Давайте посмотрим. Красиво у нас тут смотрится наша линия. Угу. Здесь я чуть-чуть бы ее доработала. Обязательно делайте в натяжении, потому что у нас волосы, они подвижные. Так. Вот теперь уже красиво. Потом еще мы с вами посмотрим это все. Если у вас девушка носит прямые волосы, то напрямую. Здесь я вам покажу, как на брашинг сейчас сушить. Раз уж вы со мной, покажу, как это делается. Но сейчас еще самый основной такой момент. Как вы обратили внимание, у нас стрижка симметричная. У нас нет какого-либо пробора определенного. Носит она назад, вперед, вернее, вперед не носит, а налево, направо. Поэтому сейчас у нас с вами идет проверка. Когда вы закончили стрижку, вам нужно проверить. Вы проверили визуально, вы проверили прядки, когда вы берете слева и справа из одной и той же зоны. Теперь мы с вами перекидываем волосы, делаем глубокий пробор в одну сторону. Эти проверки, они обязательны, потому что мы с вами могли стричь не по центру. Вот я вам сейчас покажу. Смотрите, видите, я стригла не по центру, у меня вот волосики выскочили. Вот для того, чтобы у нас вот этого не было, мы с вами обязательно должны перекидывать налево и направо и делать проверку. Здесь, как видите, у меня все хорошо, все идеально. А вот здесь уже вот пошли лишние волосики, которые у нас перекинулись с правой стороны. Вы их обязательно тоже дорабатываете. Все мы с вами отчесываем. Сейчас, секунду, у меня там зацепилось. И вот это все мы с вами убираем, чтобы все красиво смотрелось. Чтобы лишние волосы откуда не выпадали. И теперь мы с вами то же самое повторяем в другую сторону, то есть направо. Перекидываем, делаем глубокий пробор.
Но на самом деле, вот так как они уже подсыхают, сразу видно, какой, видите, мы сделали цвет. Мы не поменяли свои корни, видите, у нас они остались, даже не тронулись на том же уровне, что и есть. Но цвет такой приобрелся, такой, как даже объяснить-то наше мелирование, какой приобрело оттенок. Играющий. Играет, да, играет цвет. У нас где-то здесь есть розовинка, где-то есть сиреневый, а где-то есть просто такой холодный белый. Но так как у нас база теплая, так что на базе теплого очень красиво смотрится игра. И мы сейчас, когда подсушим с вами волосы, уже до конца будет видно это все. Так как волосы немного мокрые, поэтому эффект еще не до конца передается. Все, теперь с этой стороны мы с вами делаем проверку. Также смотрите, все, видите, здесь все хорошо у меня лица. А сейчас, скорее всего, вот на этой зоне тоже должно что-то вылезти. Давайте посмотрим с вами и чуть-чуть дорабатываем. Причесать еще надо вот так. Чуть-чуть на бочок. И наши натягиваем волосы. Вот они, видите, чуть-чуть вылезли. Убираем все, сравниваем, чтобы ничего у нас не торчало. Все, линия у нас с вами красивая. Теперь мы уже приступаем к укладке. Там еще есть зарядка. Может подключить? Нет. Здравствуйте. Доминик звонил, у вас тут батарея, да? Надо. Надо подключить батарею. Добрый день. Добрый. И еще окно. Занят? Да, я помыла, у нас прямая трансляция идет. Давайте все равно завтра буду красить. Завтра, пойду. хорошо, да. И вы еще окно обещала Малу, что вы помоете окно мне за собой. Ага, хорошо. Угу, потому что меня тоже уборщицу вызывать в квартире. Да. Безусловно, даже да. Угу. Да, батарею вот сюда вот надо будет поставить. Хорошо. Хорошо, давайте тогда завтра. Ладно, спасибо большое. Всего доброго. Так, значит, дальше смотрите, извините меня, пожалуйста, так вот у нас бывает. Дальше мы с вами сушим волосы. Если какое-то укладочное средство, вы можете его нанести. Если у вас клиент носит прямые, вы можете на этом этапе их вытянуть. Но я вам покажу, как на браш укладывать. Тоже будем делать с вами локоны, но не на YouTube, а на браш. Рассушиваете волосы, у нас влажность где-то процентов может быть 15 остается, не больше. Так, вот смотрите, что у нас дальше. Дальше нам с вами нужны зажимы. Если это у вас укладка, вам не должно ничего мешаться. Мы с вами делим на зоны, на блоки, которые вам удобны будут для работы. Убираете все лишние.
чтобы нам ничего не мешало. Кстати, вы здесь можете посмотреть, как мы с вами красили. Все у нас с вами здесь хорошо видно, когда я поднимаю пряди. Ну, дошли уже до нижней части. И сейчас мы с вами будем приступать. Берем браш. Так, все, я убрала. Видите, у нас уже такая вечерняя прическа получилась. Хорошо. Ага. Я беру диаметр где-то 34 у меня. Так, здесь мне очень удобно. Давайте развернемся, потому что у меня шнура не хватает. Так, видно, Сереж? Берем с вами прядки. Нам с вами надо их хорошо просушить. Для того, чтобы волос лег в паз и был сухой. И начинаем с вами прокручивать. Волос лег в паз, мы с вами накручиваем на наш браш и параллельно нагреваем. С одной, с другой охлаждаем. У нас есть кнопка охлаждения, вы можете нажимать на кнопку охлаждения. Я просто переворачиваю фен и использую обратную сторону. Снова прогревается, охлаждается. Сейчас я отойду секундочку назад. И теперь самое основное. Вы должны аккуратно распутать волосы. И у нас с вами вот такой вот локон красивый получается. Здесь главное суть, чтобы вы положили в паз. То есть вы должны прочесать несколько раз, для того, чтобы волос у вас лег в пази вот между ворсинок. Для того, чтобы не запуталось. Вот в данном случае, видите, у меня короткая прядь. Я подхожу и прокручиваю, чтобы она у меня вошла сюда, видите? Дальше уже я прогреваю волос, охлаждаю, прогреваю, охлаждаю. И теперь мне надо сделать, так как мы знаем, что локоны красиво смотрятся, когда в разные стороны. Одна направо, другая налево, да? Так и продолжаем. Аккуратно ввожу в паз, положила на расческу, прогрела. Положила на расческу, прогрела. Видите, выпал короткий. Поэтому держим пальчиками и вводим его. Нагреваем равномерно. Охлаждаем, нагреваем. Когда вы охладили, распутываете. Пальчиком подкручиваете, видите, у нас шикарно получается кудряшечка. И снова переходим на следующую зону. Значит, вы, пожалуйста, главное не забывайте. У нас с вами пряди не должны быть сильно толстые. У нас есть определенный диаметр. Он должен быть меньше диаметра пряди. Так же, как и здесь. Не больше, потому что мы еще с вами накручиваем. Прядь становится плоской. Приподнимаем от корня, просушиваем. Кладем в пазы расчески. Кончик прокручиваем для того, чтобы он лег в пазы. Прокручиваем. Все, дальше нагреваем прядь равномерно. Сверху, снизу. Охлаждаем. Нагреваем. Охлаждаем. Конкретно здесь у меня длинные волосы, влажные, поэтому вы это делаете по нескольку раз. Значит, у меня первая прядь, если вы помните, снизу была налево. Теперь вот это у меня идет направо. Закладываю в пазы.
почесала, заложила, в пазике прокрутила, чувствую, хорошо идет, дальше подливаю. Могу еще раз вытащить, если я чувствую, что я это не досушила. Вытаскиваем, еще раз повторяю это же движение. Если я это не досушила, вытаскиваем, еще раз повторяю это же движение. И раскручиваю. Прокручивайте кончик очень хорошо, чтобы он у вас отгладился. Пазы положили, все, поехали. Медленно, не торопить, для того, чтобы равномерно нагрелся локон. Опять же, если у нас с вами локон был направо, теперь у нас налево. Хорошо прочесывается, потому что волос на концах впитывается. Стараюсь вести, как вы накручивали, как раскручивали по той же траектории. Иначе вот будет так, как у меня. Я чуть-чуть сместила, и, соответственно, получается, что волос запутался. Ведите по той же траектории, на которую накручивали.
Помните, по той же траектории раскручиваем. Волосы короткие, видите, я их крутила в наш локон. Чуть-чуть, мне кажется, сыровато. Если вы видите, она раскручивается, тут работаете ее не надо. Накручивайте, не торопитесь. Не сожгите, пожалуйста. То есть долго не держите, всегда нагревайте, остужайте. Движение такое, сначала отглаживается, потом накручивается.
Здесь вы смотрите, куда наносит ваша модель, на ту сторону прикладывается. Оглаживаете прямо от корня. В таком виде уже видно, какой красивый цвет у нас получился. Ну вот смотрите, какой у нас красивый цвет получился. Так, давайте покажу.
Видно? Прям шикарный. Такое сочетание теплого с холодным. И мы с вами распаковываем нашу модель. И она у нас перед нами повертится. Да? Волосами с нами поиграет. Покажи нам. Вставай, давай, вставай. Покажи нам наши волосы. Давай, ты же у нас красотка. Да? Покажи нам волосы. Угу. Как они у нас смотрятся. Видите, переход у нас плавный. Поворачивайся. Вот он у нас. Вы можете здесь их разложить, естественно, так, как вам уже нравится. Порядке. Это без фиксации, без всего. То есть вы можете зафиксировать. Присядь, пожалуйста. Я покажу. Подойди, пожалуйста, сюда. Мы с вами покажем вот эту плавную растяжку, которую мы с вами сделали. Видите, у нас с вами все теперь мягенько растягивается. Никаких у нас некрасивых линий нет. Вот видите, наша штопочка мелкая, то есть у нас аэртач. Вот видите, как все размыто. Все очень красиво, нигде у нас клякс нет, везде все у нас, видите, вот все у нас красиво. Вот, как всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось, я буду очень рада. Помогите развитию канала. Кнопочку я себе поставила. Так что вот обращайтесь и приходите на обучение. Все, пока-пока всем.